Бенету Океанис 41.1. Эта лодка до 12 метров, по ватерлинии 11,37, при этом имеет два варианта киля – глубокий и короткий. Максимальный запас воды 330 литров, что не очень много для этой лодки. Верфь предлагает 4 варианта планировки. 2 трехкаютные отличаются между собой наличием второго санузла, при этом один всегда имеет отдельную душевую кабину. Двухкаютная версия с одним санузлом и отдельной душевой кабиной. Также очень интересное решение развернуть кровать в носовой каюте. Таким образом мы получаем и широкую кровать, и второй санузел. Лодка для этого размера очень широкая, 4 метра 20 сантиметров, и встречает нас в кокпите хорошей просторной купальной платформой. Два штурвала – это не только удобство управления лодкой на крене, но также и удобство хождения по палубе во время стоянки. Навигационную систему возможно расположить на поворотной консоли под столом, что дает экономию в количестве навигаторов, и это удобно. Главный пост управления здесь числится по левому борту, поскольку сюда выведена рукоять управления двигателем. Интересно, это, наверное, сопрягается с забросом кормы. Низкий нактоус не дает возможности разместить приборы таким образом, чтобы было удобно пользоваться. Складные сиденья рулевого достаточно удобны для использования на стоянке, тем более, убрав сиденья, мы получаем доступ в просторный рундук. Более того, там вольготно расположились всевозможные системы, которым достаточно легкий доступ для инспекции, ремонта, обслуживания. Также в кормовой части мы найдем рундук на 2 газовых баллона. Кокпитный столик на этой лодке достаточно комфортно, размещает в себе айсбокс, туда опционально можно поставить холодильник. Возле правого штурвала расположился кокпитный душ и розетка берегового питания. Для 40-футовой лодки рундуки в кокпите не очень вместительны, но это компенсируется кормовыми рундуками, которые мы видели до этого. Зато в каютах сохраняется высокий и ровный потолок. Палуба на лодке достаточно удобная и практически без выступающих частей, что в принципе безопасно. На всех лодках Бенету мы видим арку для гика. Она удобна не только для несения гика, но также на ней расположились ручки и удобно переходить с одного места на другое, а также устанавливать тент. Что касается управления парусом, оно здесь стандартное. Имеется каретка стакселя, стандартная открытая проводка шкотов, фалов, ну и другого такелажа. Также яхту всегда можно дооснастить стакселем автомат, если вы планируете ходить в одиночку или часто ходите в лавировку. Все иллюминаторы образуют ровную поверхность с палубой, что удобно и не будешь запинаться, но если устанавливать туда принудительную вентиляцию, то все равно они будут выступать.
Цепной ящик в этой лодке достаточно просторный и вместит в себя на большое количество цепи. Более того, шпиль, якорная лебедка, расположена по центру, что позволит укладывать цепь равномерно. Но единственное, что смущает, это проводка управления якорной лебедкой. Она расположилась на дне, то есть если цепи будет много, можно ее повредить. На лодке много внимания уделено вентиляции. Это положительный момент. Вход на яхту выполнен раздвижными распашными дверьми, которые также становятся на магнитики и прорезинены, чтобы не попадала вода внутрь лодки. Обратите внимание, как удобно они открываются, а сверху можно повесить мешок для шкотов. Начнем с кормовой каюты трехкаютной версии. Кровать не назвать самой просторной и широкой для данного размера лодки, но тем не менее она достаточна и комфортна. Зато здесь огромное количество полочек, всевозможных ниш и так далее и тому подобное. Под кроватью по левому борту, помимо водного танка, расположились все аккумуляторы. Достаточно удобный доступ в трюм, что редкость в наши дни на лодке, то есть туда можно складывать тапки. И, что немаловажно, очень удобный, широкий и просторный ревизионный люк для двигателя. И как мы с вами видим вот эту веревочку, это система пожаротушения, да, для того, чтобы туда подвязать огнетушитель и уже не открывать в случае возгорания. По правому борту будете удивлены, точно такая же каюта, но с небольшим отличием. Она имеет свой эксклюзивный, отдельный вход в санузел. Санузел в этой лодке очень просторный и имеет отдельную душевую кабину, что безусловно удобно как чтобы помыться, так и в дальнейшей уборке. Под раковиной привычно расположилось все оборудование и фитинги для удобного доступа для ревизии и ремонта. А над раковиной шкафчики с зеркалом, а там полочки. Окно в санузле большое, но иллюминатор для проветривания один, и тот в душевой зоне. Нам повезло, и на выставке была представлена модель с необычной формой каюты. Очень было интересно посмотреть это вживую. Здесь кровать расположена немножко под углом, что оставляет ее широкой и при этом дает возможность разместить дополнительный санузел. Варианты цвета отделки, конечно же, можно менять. Обратите внимание, что кровать действительно достойного размера, широкая и уместит с комфортом 2 человек. Безусловно, в каюте расположены шкафчики и всевозможные дополнительные ниши. Имеется отдельный вход в туалет, в свой санузел с душем. И больше в него никто не может попасть. Здесь все достаточно привычно. В отдельном шкафчике спрятался фекальный танк, за зеркалами у нас расположились полочки, а под раковиной помпа, трубы, фитинги и разводка для вибаста. Под поелами расположился удобный доступ к лагу и эхолоту, но не забудьте, прежде чем снять, надо подготовить специальную пробку. Поскольку кровать имеет необычную форму, а под ней расположился водный танк, то и шкафчик там небольшой. Все варианты планировки лодки имеют одинаковую кают-компанию, но также можно менять цвета отделки, то есть выбирать себе по вкусу теплые и светлые тона. Г-образное расположение кухни по-прежнему дает возможность готовить на ходу.
Обеденный стол и диваны здесь достаточно привычные, но зато штурманский столик выполнен очень интересным образом. Он имеется и при этом не занимает много места. И он расположился в носовой части, хотя органы управления яхтой почему-то находятся в корме. Разводка электрики и электроники расположилась за спинками дивана, зато под сиденьями достаточно просторные и вместительные рундуки. С другого борта производитель нам оставил возможность пользоваться всеми рундуками и в спинках, и под сиденьями. Молодцы! Доступ в трюм удобный за счет мелкой нарезки паёл. Все можно удобно снять и заглянуть, посмотреть, что же там. Обеденный стол здесь, как и положено в яхте, многофункциональный и имеет свои шкафчики, ну и подставочки для бутылок, например, для вина. На камбузе очень удобный холодильник с вертикальной загрузкой и возможностью горизонтального доступа. Это удобно и на стоянках, и в движении, потому что загрузка здесь выполнена под дифферент, а не под крен. То есть, если погода спокойная и мы идем просто под креном, но без волны, то очень легко туда проникнуть и ничего не рассыпать. Камбузное пространство здесь достаточно неплохо продумано. Все закрывается, открывается и комбинируется под свой вкус. Доступ к двигателю здесь достаточно удобный, и сам по себе двигательный отсек очень просторный. Поэтому здесь помимо двигателя и всех сопутствующих систем расположились также помпы для воды, ресивер, и выполнена вся разводка между танками. Это действительно классное решение. Мало того, что это удобно, так это еще и экономит место в рундуках. За это Бенету можно сказать спасибо. За такую прекрасную сбалансированную лодку компания Бенету в базовой комплектации просит всего-навсего 150 800 евро. Но это базовая комплектация, если туда что-то добавлять, навигацию, дополнительные лебедки, гоночные паруса, естественно, это приведет к удорожанию. Поэтому каждую яхту нужно считать отдельно. Пишите в комментариях, если вам это будет интересно, и мы дадим вам контакты дилера, чтобы вы могли пообщаться подробнее.